Эта реальность, которую мы испытываем, была захвачена силой, которую некоторые древние народы называли аронами. Гностики имели совершенно другое представление о реальности, чем религия. И именно поэтому Римская католическая церковь и Римская церковь пытались уничтожить их, где бы они ни получили силу и опору. Они управляли Великой библиотекой в Александрии, в которой было около полумиллиона свитков, описывающих верования древнего мира и историю древнего мира. Это было разрушено религиозным эстеблишментом Римской церкви, который хотел уничтожить этих людей, потому что они были опасны, ведь у них была истина, и они не хотели, чтобы люди об этом знали. И если есть завеса, которая удерживает наше сознание в спящем состоянии, нам нужно изучить, как социальные, религиозные и политические институты могут поддерживать или разрушать это состояние. Когда мы рассматриваем гностическую космологию и ее ссылки на то, что называют архонтами, мы находим вселенную идей, которая ставит под сомнение предположения о реальности и духовности. Эта тема интересна не только тем, что представляет менее известные нарративы, но и тем, что побуждает нас задуматься о том, насколько мы действительно осознаем свой внутренний потенциал. В манускриптах, таких как «Гипостазис архонтов», есть ссылки на сущности, способные удерживать человеческий разум в состоянии забвения, что предполагает, что физическая реальность может быть лишь частью более широкой картины. Эта точка зрения контрастирует с ортодоксальными интерпретациями христианства, которые, как правило, сосредотачиваются на устоявшихся ритуалах и верованиях. Однако некоторые комментаторы указывают на то, что гностические тексты показывают другой, возможно, прорывной путь. Спасение произойдет в тот момент, когда индивидуум подключится к внутреннему знанию, гнозису, и пробудится к своей божественной природе. Это поднимает возможность того, что границы между небом и землей могут быть более проницаемыми, чем они кажутся согласно традиционной доктрине. В свете этого контраста важно задать вопрос: предпочитают ли некоторые группы, видимые или скрытые, чтобы большинство людей никогда не открывало более глубокие духовные истины? Эта линия мышления перекликается с различными теориями заговора, которые приписывают социальный и политический контроль скрытой власти. Таким образом, возникает вопрос: что если тюрьма, описанная в древних гностических писаниях, по меньшей мере частично является метафорой политической, культурной или даже психологической манипуляции? Это приводит к центральной проблеме: насколько далеко мы можем увидеть и понять за границами того, что нам преподают как истину. Некоторые ученые считают, что так называемое воскресение может произойти, пока мы еще живы, при условии, что произойдет разрыв с догмами, которые затуманивают наше восприятие. Этот разрыв является приглашением к более глубокому исследованию. Если гностическое послание предлагает пробуждение через внутреннее исследование, противоречит ли это основам традиционной христианской веры или служит малозаслуженным духовным дополнением? Мнения различаются, но стоит отметить, что дебаты выходят далеко за рамки романтизированной защиты гностицизма. Некоторые рассматривают эти тексты как древние аллегории, в то время как другие видят в них истинные скрытые учения раннего христианства. То, рассматриваются ли эти писания символически или воспринимаются буквально, зависит от индивидуальной открытости к новым способам восприятия. В любом случае, изучение архонтов поднимает ценные вопросы о происхождении сознания, свободе мысли и подлинности убеждений, долго считавшихся непоколебимыми. Углубляясь в гностическую космологию, становится ясно, что разнообразные исторические и теологические течения сходятся, формируя коллекцию идей, известную своими смелыми интерпретациями реальности.
Документы, найденные в Наг-Хаммаде в 1945 году, проливают свет на то, как гностицизм формировался в религиозном брожении Средиземноморья между II и IV веками нашей эры. Эти тексты, которые включают Евангелия, письма и трактаты, и они часто ставят под сомнение или противоречат широко принятым христианским доктринам того времени. Гипостазис архонтов является примечательным примером, описывающим космос, управляемый этими существами, которые затуманивают внутреннее видение человечества. Это помогает прояснить фигуру демиурга в гностической теологии. Демиург — это меньшая божественность, которая создала материальный мир, но не обладает полнотой истинного Бога. Он изображается как космический ремесленник, который формирует материю и накладывает законы и структуры, ограничивающие человеческое мышление. В некоторых отрывках есть критика Бога Ветхого Завета, описанного как строгого и безжалостного. Таким образом, некоторые гностические группы рассматривают этого демиурга как мошенника, выдающего себя за верховного Творца. В рамках этой концепции архонты появляются как хранители небесных или материальных сфер. Каждый архонт осуществляет власть над определенной областью, блокируя души от восхождения к духовному знанию. В некоторых манускриптах они связываются с 7 известными небесными телами – Солнцем, Луной, Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером и Сатурном, что предполагает связь между гностической космологией и астрологическими традициями. Если существует транзитный маршрут между духовным измерением и физическим миром, эти существа действуют как стражи, препятствующие или искажающие процесс пробуждения. Тексты, такие как Евангелие от Филиппа и Евангелие от Фомы, укрепляют идею о том, что освобождение приходит от признания внутреннего света, иногда называемого божественной искрой, скрытой под слоями невежества и иллюзий, поддерживаемых архонтами. Гнозис — это глубокое знание, которое выходит за пределы простого разума, и именно так индивидуумы восстанавливают это духовное наследие. Распространение этих идей не обошлось без сопротивления. Церковные власти отвергли идею злого бога или меньших божеств в заговоре против человечества. Однако гностические интерпретаторы утверждали, что буквальный текст канонических Евангелий недостаточен, и настаивали на скрытых учениях для тех, кто готов выйти за рамки привязанности к материальной сфере. Тюрьма сознания тогда появилась как главное оружие архонтов. Без освобождения от чисто мирских ценностей не может быть внутреннего прогресса. Гностицизм также пересекается с дуалистической философией школ, таких как платонизм, которые уже постулировали различные уровни реальности. Идеальный мир против чувственного мира. В некоторых отрывках гностицизм уходит еще дальше, рассматривая физический космос как изначально несовершенный или даже вредный, что имеет глубокие духовные последствия. Все, что мы считаем обычной жизнью, может быть формой пленения, из которой только истинное знание может нас освободить. Некоторые современные ученые утверждают, что понимание гностических Евангелий освещает ключевые аспекты первых теологических разногласий внутри христианства. Бентли Лейтон подчеркивает литературную и теологическую сложность текстов Наг-Хаммаде, подчеркивая, что гностицизм был не просто набором экзотических верований, а утонченной теологией. Некоторые исследователи видят параллели между гностической космологией и другими мифами о падении и искуплении, распространенными в различных культурах. Осознание того, насколько радикальными были эти гностические идеи, выходит за рамки простого академического интереса. Признание подрывного качества гностической мысли ясно показывает, что они ставили под сомнение установленные истины, побуждая пересмотреть суть божественного и человеческого состояния.
Некоторые из их доктрин предполагают, что страдания и экзистенциальная пустота могут возникать из разрыва с плерой, божественной целостностью. Если архонты частично являются причиной этого разрыва, возникает интригующий вопрос: может ли эта мифическая структура побудить активную позицию против любой системы, способствующей духовной пассивности? Для гностиков в человеческом сознании есть нечто неоценимое, что можно вновь разжечь, несмотря на ограничения материального мира. Оспаривание ортодоксальной перспективы означает ставить под сомнение понятие первородного греха и указывать на невежество как источник проблем человечества. Вместо спасения, посредствующего через религиозные институты, гностицизм призывает к внутреннему поиску, воспринимаемому как буквально, так и символически. Гностицизм ставит актуальные и глубокие вопросы. Какова природа божественного? В какой степени внешние структуры ограничивают нашу свободу мысли и чувств? С этой точки зрения изучение гностицизма касается не только отслеживания истории, но и побуждения нас ставить под сомнение саму реальность. Рассматривая архонтов как сердце гностического нарратива, мы видим, как древние тексты интерпретируют человеческое состояние, изображая их как администраторов материального мира. Говорят, что эти сущности останавливают божественные искры от пробуждения к духовной истине. В различных манускриптах каждый архонт имеет свои черты и обязанности, но все они разделяют одну и ту же цель – удерживать сознание подальше от гнозиса. Таким образом, они выступают главными противниками на пути к самопознанию. В гипостазисе архонтов эти существа контролируют не только физическую сферу, но и психологическую, сея иллюзии, которые заставляют людей верить, что видимый мир – это все, что существует. Современные читатели часто видят параллели с социальными механизмами, которые поощряют конформизм, делая заключение вопросам заранее заданных убеждений, которые мешают ясному мышлению. Хотя архонты четко изображены как противники, гностическая космология не представляет единого героя, который спасает человечество в целом. Освобождение, по сути, является личным, внутренним пробуждением. Отрывки из Евангелия от Фомы подчеркивают необходимость искать свет внутри себя, который разрушает иллюзии. Победа над архонтами происходит, когда каждый человек осознает свою божественную суть, переворачивая обычный эпический сюжет в пользу индивидуального пробуждения. Другие традиции также упоминают силы, которые питаются психической энергией или блокируют умственный и духовный прогресс, хотя они могут не всегда носить имя архонтов. Отголоски этого можно найти во многих эзотерических системах. Главное предупреждение заключается в том, что настоящие угрозы могут находиться внутри, такие как невежество и привязанность к парализующим догмам. Размышления о роли архонтов предполагают, что часть человеческой природы, даже бессознательно, может быть соучастником этой схемы, выбирая безопасность готовой реальности вместо независимости, которая приходит с внутренним знанием. В этом смысле гностицизм напоминает нам, что архонты представляют собой все, что ограничивает осознание, подчеркивая необходимость преодоления этих препятствий. Гностические тексты рассматривают каждого искателя как главного героя. Нет единственного спасителя, сражающегося с сущностями от имени всех, только возможность для каждого из нас быть освобожденным через внутренний поиск, что придает гностической космологии уникальную глубину. Архонты стоят на страже внешности, и их символическое поражение происходит, когда индивидуум пробуждается к чему-то большему, чем материальная сфера. Тщательное чтение манускриптов Наг-Хаммади ясно показывает, насколько большое внимание уделяется архонтам как хранителям иллюзии.
Например, есть отрывки, описывающие, как эти сущности затемняют восприятие человека, чтобы он не знал о своем божественном происхождении, что великой задачей для любого гностического искателя является преодоление барьера, установленного архонтами. Традиция утверждает, что каждое из этих существ управляет определенной сферой, блокируя путь души к внутреннему знанию. Эта блокада не только физическая, но и включает манипуляцию глубокими убеждениями и верованиями, которые формируют наше восприятие мира. Когда мы об этом размышляем, мы видим, что архонты не выступают в роли простых злодеев в эпической истории. Скорее, они действуют очень тонко, насыщая разум, казалось бы, неоспоримыми истинами. Отрывки из так называемого Евангелия египтян говорят о том, что они формируют мысли, заставляя человека верить, что нет ничего за пределами того, что он может увидеть своими глазами. Эта точка зрения предполагает символическую связь с духовным невежеством, описанным на различных уровнях в разных школах мудрости. Спор возникает, когда проводятся параллели между этими гностическими ссылками и некоторыми современными теориями, касающимися манипуляции средствами массовой информации или контроля над сознанием масс, связывая гностические идеи с современными социальными и политическими размышлениями. Во многих текстах материальный мир обозначается как несовершенное создание, произведение демиурга, не осознающего истинного трансцендентного бога. Действуя как продолжение этого демиурга, архонты будут поддерживать иллюзию, что материя является единственной реальностью. Это полностью противоречит более традиционным христианским убеждениям, которые связывают творение с Верховным Богом. Напряжение возрастает, когда читаешь древние документы, утверждающие, что Создатель этого мира не действует от имени света. Такое утверждение вызывает значительный теологический конфликт, утверждая сильный дуализм, в котором материя не просто отличается от духа, но и противостоит ему. Рассматривая споры между ранними церковными мыслителями и гностическими группами, мы можем увидеть, как это различие мнений привело к интенсивным теологическим битвам, в то время как православная традиция поддерживала основополагающую доброту творения. Гностические представители утверждали, что Вселенная изначально была несовершенной. Тексты, такие как Евангелие от Иуды, усиливают этот диссонанс, показывая отрывки, где сам Иисус якобы объясняет, что видимый мир был создан низшими силами. Сегодня можно провести параллели между православным взглядом, который принимает мир как доброе творение Бога, впоследствии испорченное грехом, и гностическим взглядом, который считает его изначально с дефектом. С этой точки зрения контроль архонтов не кажется таким уж фантастическим, а скорее представляет собой теологическое объяснение духовного отчуждения человечества. С открытием переводов на Кхаммаде в середине XX века западный мир получил доступ ко многим так называемым ключам к пониманию, среди которых концепция гнозиса, понимаемая как прямое и непередаваемое знание о божественном. В отличие от доктрин, которые предпочитают посредничество религиозных институтов, эти древние течения ясно показывают, что настоящее пробуждение происходит внутри каждого человека. Отрывки из Евангелия от Фомы указывают на эту идею, говоря: «Если ты явишь то, что внутри тебя, то то, что ты явишь, спасет тебя». Это секретное откровение предполагает, что освобождение не нужно ждать какого-либо окончательного суда или апокалиптического события. Гностическое предложение говорит о том, что воскресение, обычно понимаемое как будущее событие, может быть пережито в момент пробуждения божественного света в сознании человека. Это крайне провокационно, что если спасение не просто даруется через ритуалы и догмы, а возникает, когда человек осознает божественную искру внутри себя.
Такой вопрос заставляет нас задуматься о том, могут ли установленные институты когда-либо полностью принять эту идею, или им придется отвергнуть ее. Идея о том, что структуры архонтов могут проявляться в виде публичной политики, поощряющей конформизм, или как медийные нарративы, предназначенные для укрощения критического мышления, приобрела популярность в конспирологических кругах. Однако критики предостерегают, что такие аргументы могут восприниматься слишком буквально и в конечном итоге приводить к тому, что архонты будут рассматриваться как универсальное объяснение для всех форм социальной репрессии. Некоторые психологические подходы также связывают архонтов с внутренними препятствиями, страхами или травмами, которые блокируют человеческий потенциал. В конце концов, если гностические сущности действуют, продвигая невежество или забвение нашей сущности, можем ли мы сравнить их с негативными эмоциями, которые мешают личностному росту? В этом контексте гностическое изучение не должно ограничиваться чисто религиозной спекуляцией, но может служить метафорой для исследования нашей внутренней жизни. Каждый раз, когда мы пытаемся пробудиться к внутренней свободе, архонты могут принимать форму мыслей, которые возбуждают неуверенность, привязанности к прошлому или пассивного принятия статус-кво. Современные писатели, такие как Дэвид Айк, популяризировали понятие рептилоидов, внеземных существ, которые якобы манипулируют мировыми лидерами и корпорациями за кулисами. Хотя оригинальные гностические тексты не упоминают рептилоидов, некоторые современные школы мысли проводят связи между архонтами и рептилоидами, интерпретируя обоих как символы одного и того же явления – сил, питающихся человеческой энергией и направляющих путь цивилизации. Эта тема является спорной, так как она сочетает эзотерические, теологические и вымышленные элементы, что приводит к теориям, варьирующимся от строго буквальных интерпретаций до чисто символических. Согласно некоторым лекциям и книгам, описывающим архонтов как существ, действующих на границах божественного плана, это согласуется с изображением рептилоидов как нарушителей измерения. Однако эта ассоциация не имеет прямой исторической поддержки из текстов Наг-Хаммади, что вызывает критику со стороны ученых, которые хотят сохранить гностический контекст в рамках поздней античности. Тем не менее, рост этого синкретизма показывает, что идея невидимых влияний на человечество не ограничивается далеким прошлым. Некоторые группы по-прежнему рассматривают гностическую космологию как ключ к интерпретации политических медиа или даже внеземных явлений. Среди крупнейших имен в изучении гностицизма выделяется Элейн Пейджелс, которая исследовала исторические и религиозные последствия находок Наг-Хаммади в таких работах, как «Гностические Евангелия». Ученые, такие как Бентли Лейтон, также внесли свой вклад в переводы и анализы, которые проясняют неясные отрывки в этих текстах. С помощью этих академических работ обсуждение архонтов приобретает глубину, основанную на филологических и исторических исследованиях, которые контекстуализируют каждую ссылку. Эти источники указывают на то, что гностические сообщества были разнообразными, поэтому они не всегда разделяли единое мнение об архонтах, и детали подлежали различным интерпретациям. За пределами академических исследований неученые источники часто используются в конспирологических кругах, и каждый подход имеет разную степень доверия. Некоторые люди воспринимают всю гностическую космологию буквально, рассматривая ее как реалистичный рассказ о злых сущностях, действующих на нашей планете. Другие, склоняясь к символическому взгляду, интерпретируют архонтов как архетипы контроля или повторяющиеся энергетические паттерны в коллективной психике. Какой бы позиции ни придерживался человек, столкновение этих интерпретаций показывает, насколько эта тема
остается актуальной, стимулируя дебаты о сути реальности и человеческой уязвимости к скрытым силам. Изучение архонтов и их многочисленных отголосков в различных областях подчеркивает силу концепции, которая, хотя и древняя, резонирует с современными проблемами. В конечном итоге вопрос заключается в том, есть ли завеса, скрывающая нашу божественную природу, независимо от того, навязывается ли эта завеса реальными сущностями или социальными, политическими и психологическими механизмами репрессии. Важно видеть, что эти ключевые события в конечном итоге служат для пробуждения здорового беспокойства, потому что они бросают вызов догмам и приглашают нас следовать гнозису как пути к свободе. Существование конфликтующих интерпретаций или, по-видимому, радикальных идей демонстрирует, что гностицизм не является просто изолированной главой в христианской истории. Он соединяется с более широкими стремлениями человечества к свободе, самопознанию и трансцендентности. В конечном итоге гностический путь требует рассудительности, исследуя тексты и сравнивая их с личным опытом или даже теорией заговора, и каждый приходит к уникальному взгляду на подлинность или актуальность этих идей. Это, естественно, приводит нас к вопросу, является ли реальность такой же бесспорной, как кажется в повседневной жизни? Если действительно существуют силы, стремящиеся держать нас в неведении, можем ли мы преодолеть их, углубляясь в наш внутренний божественный источник? Эти вопросы не имеют окончательного ответа, так как гностицизм, по определению, предлагает бесконечный поиск трансформирующего знания. Возможно, самое важное, что следует вынести, это осознание того, что изменения начинаются, когда мы решаем ставить под сомнение нашу собственную реальность и признаем, что могут быть сферы, выходящие за пределы внешнего. Обсуждение архонтов выходит за пределы теологии и ставит вопрос о том, существуют ли силы, реальные или символические, которые влияют на наше мышление. Это имеет важные последствия для нашего понимания личной свободы. Если есть завеса, которая удерживает наше сознание в спящем состоянии, нам нужно изучить, как социальные, религиозные и политические институты могут поддерживать или разрушать это состояние. Многие гностические тексты подчеркивают, что материальный мир не просто ограничен, но специально устроен так, чтобы держать нас в неведении о нашей истинной природе. Эти размышления возникают при рассмотрении современных отчетов о масштабном контроле. Некоторые видят в правительствах и корпорациях архонтов, которые отвлекают массы или делают их зависимыми, подавляя автономию. Эта связь ставит вопросы о том, можем ли мы отличить пропаганду от подлинной информации, или различить аутентичные духовные ценности и ритуальные формальности. Древние ссылки, такие как гипостазис архонтов, упоминают их влияние на разум, предполагая, что это явление может быть как внутренним, так и внешним, связанным с процессами самосаботажа, невежества и страха, который отзывается на социальном и психологическом уровне. С другой стороны, есть и положительные моменты. Упоминания о божественной искре указывают на возможность изменить ситуацию. Если материя — это тюрьма, то гнозис — это ключ, пробуждающий каждого человека к высшим измерениям. Эта идея может вдохновить на чувство духовной ответственности, потому что освобождение зависит больше от внутренней трансформации, чем от внешних перемен. Бросая вызов ортодоксальным доктринам, гностицизм утверждает, что спасение приходит от искреннего личного поиска, а не от простого соблюдения предписанных ритуалов. Хотя это может быть спорным, эта перспектива также вдохновляет нас глубже взглянуть на устоявшиеся парадигмы в мире, поглощенном обсуждениями манипуляции и наблюдения. Размышления о гностической концепции архонтов могут добавить еще один уровень понимания.
Идея о том, что существуют силы, которые контролируют большинство, не кажется полностью параноидальной, а скорее перекликается с древним духовным мировоззрением. В своей основе центральное сообщение заключается в том, что любой серьезный анализ власти и сознания требует острого осознания всего, что мы принимаем за истину. Если у человека действительно есть божественная суть, задача состоит в том, чтобы развить ясность, необходимую для понимания, когда нами манипулируют. Битва с архонтами, описанная в тысячелетних текстах, отзывается сегодня как призыв исследовать, насколько реальны или искусственно создано наше восприятие и насколько мы ответственны за собственное пробуждение. Осознание того, что то, что мы видим, может скрывать более глубокие измерения, вызывает вопросы о происхождении и цели жизни. Древние манускрипты, такие как те, что из Накхамади, описывают архонтов, которые обладают властью держать сознание в неведении. Гностическое учение утверждает, что путь к духовной свободе коренится не во внешних факторах, а в личном взаимодействии с внутренним знанием. Напротив, традиционная христианская ортодоксия учит, что институциональные практики и верования посредничают спасению, создавая основное противоречие. Является ли освобождение индивидуальным делом, или оно зависит от религиозных структур? Гностицизм подчеркивает, что воскресение может произойти в этой жизни, когда мы отвергаем ценности, навязанные архонтами. Эта точка зрения бросает вызов привычному разделению между материальным и духовным мирами. Если скрытая завеса прячет святое, каждый из нас должен ее убрать. Современные интерпретации связывают эту динамику с конспирологическими теориями, предполагая, что политические и медийные системы воспроизводят паттерны, которые гностики могли бы назвать архонтскими. Таким образом, мы спрашиваем, в какой степени современное умственное кондиционирование унаследовало форму духовного контроля. Хотя это может беспокоить нас, эти вопросы не имеют мгновенных ответов. Гностические традиции призывают к личному исследованию и непосредственному опыту, избегая слепой веры. Снова и снова гностические тексты призывают: «Познай самого себя, и ты познаешь божественное». Буквально или символически сообщение в том, что если мы не предпримем действий, внешнее влияние архонта продолжает формировать наше сознание. Таким образом, мы приходим к выводу, что гностическое спасение не основано на догмах, а на радикальном изменении восприятия. Обновленное восприятие божественной искры внутри, а не ожидание небесного вмешательства, гностицизм побуждает каждого искателя ставить под сомнение реальность и восстанавливать связь с творческим принципом. Хотя эта точка зрения может противоречить общепринятым доктринам, она напоминает нам, что реальный ключ — это пробуждение, которое выходит за пределы устоявшихся верований. Все преобразования начинаются в тот момент, когда мы осознаем свою роль сотворца и начинаем познавать себя.